После задержания группы людей в бане в Жодино 24 апреля стало известно, что мужчины, которых после инцидента осудили на сутки, подверглись жестоким избиениям. Как сообщает телеграм-канал «Белые халаты», отбывающий 25 суток ареста Станислав Репкин был доставлен в больницу с гипертоническим кризом. Очевидцы отметили, что помимо этого на теле мужчины заметили следы пыток. Жуткие черные синяки на ногах и синий живот. Позднее выяснилось, что Станислав с другими задержанными Евгением Шелепинем и Александром Ковалевым в знак протеста против незаконного лишения свободы объявили голодовку в изоляторе. За это надзиратели начали избивать мужчин, пока те не прекратили голодовку. Есть подозрение, что у Евгения Шелепиня сломана нога. Источник сообщает, что к мужчинам не пускают медиков и не принимают передачи с едой, одеждой и лекарствами. На данный момент о местонахождении Репкина ничего не известно. Канал «Минск Разом» просит родных Станислава или медиков из Жодина, которым известно о его состоянии, уточнить, получил ли он необходимую помощь. Нельзя не отметить, что эти события происходят на фоне помпезных празднований победы над фашизмом. Хочется спросить, чем так гордиться нелегитимной? Пытками, которые происходят с его согласия, или, может, зигующими под свастиками детьми на так называемых реконструкциях победы? Какой бы радужной госпропаганда ни пыталась представить ситуацию в рядах силовиков, на деле красавцы Лукашенко далеко не так счастливы в своем привилегированном положении. Инициативе «Байпол» стали известны подробности резонансного дела о самоубийстве начальника группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми Оршанского РУВД Руслана Ковальчука. 37-летний подполковник милиции застрелился в собственном кабинете из стабильного оружия в конце апреля. После этого происшествия часть личного состава прошла собеседование со специалистом-психологом. Однако такие меры оказались малоэффективными, ведь по данным «Байпол» проблема кроется в стиле управления начальника РУВД Сергея Барвинкова, очевидно, берущего пример с нелегитимного. Известно, что покойный Ковальчук незадолго до самоубийства обращался к Барвинкову с просьбой о переводе. В ответ последний предложил подполковнику либо уволиться, либо ждать уголовного дела. Аналогичные беседы были у начальника и с другими подчиненными. При этом сам Барвинков длительное время пребывает в депрессии и позволяет себе появляться на работе в нетрезвом виде. Инициатива «Байпол» также узнала, что в таком состоянии совсем недавно начальник РУВД избил свою супругу настолько жестоко, что женщина лишилась нескольких зубов. Впрочем, это дело удалось замять с помощью связи Барвинкова, который водит тесную дружбу с министром МВД Кубраковым и другим высшим милицейским начальством. Стоит отметить, что в Оршанском РУВД на данный момент наблюдается самый высокий по стране показатель некомплекта личного состава. Очевидно, даже солидное денежное вознаграждение уже перестало быть стимулом для потенциальных карателей. Ведь шанс оказаться в отряде самоубийц под управлением психопата сейчас велик как никогда, а жизнь не купишь ни за какие деньги. Барановичский «Интэкспресс» – одна из немногих независимых региональных газет, которая после масштабных чисток приспешников незаконной власти сумела выжить и выходила в печать, в этот раз попала под жесткий прессинг. В конце апреля после иска прокуратуры, опубликованное изданием интервью со Светланой Тихановской, было признано экстремистским материалом. Так называемые правоохранители решили, что в интервью содержится информация, направленная на разжигание в обществе политической, идеологической и социальной вражды и розни. Газету оштрафовали, а копию решения суда направили Мининформ для включения в список экстремистских материалов. Затем «Интэкспресс» исключили из подписного каталога Белпочты, а торговые точки отказались продавать издания. Теперь газете фактически перекрыли кислород. Дом печати, где она издавалась, от дальнейшего сотрудничества отказался. Соответствующее уведомление пришло издателю в тот же день. Аналогичному давлению с 2004 года, когда в стране была введена так называемая идеологическая вертикаль, подвергалось большинство независимых изданий. Только в 2006 накануне очередных выборов выход в печать прекратили «Бобруйский курьер», «Витебский курьер», «Химик», «Мясцовый час». Впоследствии число репрессированных СМИ только увеличивалось. Многие из них уходили в онлайн, что, впрочем, не мешает незаконной власти препятствовать работе честных журналистов с помощью постоянного ужесточения законодательства о СМИ. Как правило, меры безопасности пишутся на крови, и Беларусь не исключение. С одной лишь разницей, что в нашей стране, чтобы зашевелились чиновники, должна накопиться какая-то критическая масса трагедий. Именно такая ситуация произошла в Гомеле, где на перекрестке с улицей Советской на прошлой неделе вылетевший на тротуар автомобиль сбил 2 детей. 6-летняя Ульяна от полученных травм скачалась в машине скорой. Только после этого на перекрестке в срочном порядке начали устанавливать лежачих полицейских. Однако эту страшную трагедию можно было бы предотвратить, если бы местное руководство обращало внимание на требования гомельчан. Дело в том, что улица Советская представляет из себя скоростное шоссе, где полно лихачей, и различные аварии там уже неоднократно случались.
Так, 2 года назад вылетевший на тротуар автомобиль насмерть сбил 43-летнюю женщину. Только после этого скорость на Советской была ограничена. Жители Гомеля написали немало петиций по этому поводу, но дело сдвигается с мертвой точки лишь после очередных трагедий. Интересно, сколько еще смертей понадобится гомельскому руководству, чтобы сделать из Советской безопасную современную улицу. Вчера, в День Победы, Лукашенко издал декрет о защите суверенитета и конституционного строя на случай своей насильственной гибели. Ранее самодержец анонсировал этот документ как одно из самых своих принципиальных решений за четверть века удержания власти. Из декрета следует, что если в Беларуси появится меткий снайпер, то безграничные президентские полномочия сразу же перейдут к Совету Безопасности во главе с премьер-министром Романом Головченко. Более того, в стране будет введено чрезвычайное или военное положение, а Совбез определит меры по его обеспечению. Очевидно, такая задача ляжет на плечи министра обороны Хренина и главы КГБ Терцеля. Чиновники уже успели высказаться по поводу грядущего передела власти. Так, будущий фактически глава государства Головченко сухо отметил, что Лукашенко имеет право издавать такой декрет. А вот глава Совбеза Александр Вольфович был куда более красноречив, напомнив о некой угрозе Запада, а также о том, что, издавая такой документ, Лукашенко сумел остудить горячие головы. О чьих головах, говорил Вольфович, можно лишь догадываться. Напомним, что несколько недель назад Геббельс ТВ выкатила двухсерийный блокбастер под названием «Убить президента», где рассказала о подготовке якобы покушения на нелегитимного и попытки военного переворота. Фигурантами этого дела стали 9 человек, 4 из которых задержаны. Отметим, что за все время удержания власти в стране Лукашенко заявлял о попытках своего убийства не менее 7 раз. Судя по всему, незаконному правителю не дает покоя судьба одного из своих предшественников – гауляйтера Вильгельма Кубе, который, несмотря на все меры безопасности, был ликвидирован партизанами в собственной постели в 1943 году. Отметим, что один из фигурантов дела о госперевороте, психиатр Дмитрий Щегельский, более 20 лет назад поставил Лукашенко диагноз «мозаичная психопатия». Очевидно, болезнь серьезно прогрессирует. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живи Беларусь!